Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядь Миша. Друзья, случилось чудо, наконец-то пришли баночки. Для тушенки я заказывал банки 450-граммовые, 450-граммовые. Короче, 450 грамм объемом. Друзья, сейчас будем готовить свиную тушенку и 2 баночки говяжьей тушенки с добавлением воды, чтобы узнать, получится ли у нас мясо сочнее. Ну, друзья, готовим! Сегодня я взял свинину охлажденную, на ней немного жирка, минимум соединительных тканей. Нарезаем на куски 60-70 грамм. Мясо у меня 2 килограмма 600 грамм, значит нам понадобится 26 граммов соли. Мясо складываем в глубокую чашу, добавляем соль и тщательно перемешиваем. Затем накрываем крышкой и отставляем в сторону на полчаса. И говядину я сегодня взял тоже охлажденную. В этой говядине есть немного соединительных тканей и совсем мало жира. Говядину тоже нарезаем на куски 60-70 грамм. Говядины у меня 800 грамм, потому я добавляю 8 граммов соли. Солим мясо, тщательно перемешиваем, накрываем крышкой и отставляем в сторону на полчаса. А пока нарезаем лук мелким кубиком. Для свиной тушенки я еще беру свиную шкуру, чтобы потом внутри тушенки образовалась не просто вода, а желе. Так сказать, шкурка будет выступать в роли загустителя. А для говяжьей тушенки я нарезаю немного говяжьего сала. Сегодня будем делать 10 консерв. 8 консерв свиной тушенки и 2 консервы говяжьей тушенки. Во все баночки выкладываем по одному лавровому листу, от 3 до 6 горошин черного перца, тут дело вкуса, по 1 столовой ложке нарезанного лука. В свиную тушенку я добавляю шкурки для образования желе, а в говяжью тушенку я добавляю немного говяжьего сала. Теперь свинину в чаше еще раз перемешиваем и раскладываем по банкам. Наполнили полбанки, добавляем 30 мл холодной воды. И наполняем банку до плечиков. Укладываем плотно, но не утрамбовываем. Вот так разровняли, баночка заполнена. С говяжьей тушенкой поступаем точно так же. Наполняем полбанки, наливаем 30 мл воды и выкладываем мясо по плечике. Если вы работаете с автоклавом, обязательно сверху нужно оставить 2-3 сантиметра. Лучше положить меньше, чем потом отмывать автоклав. Наполненные банки закрываем крышками. Так как я готовлю в паровом автоклаве, я использую крышки Twist Off, потому что для закаточных крышек еще нужны удерживающие кольца. Да и крышки Twist Off гораздо удобнее. Закрываем крышки плотно. Переходим к автоклаву. Ставим уплотнительное кольцо, наливаем 1,5 литра воды, ставим фальш-дно. На фальш-дно ставим 5 банок. На банки ставим выравнивающую полку и на нее ставим еще 5 банок. Закрываем крышкой, подсоединяем воздухоотводной шланг и закручиваем рым-гайками крышку автоклава. Помните, что нужно гайки закручивать попарно. Проверяем аварийный клапан, проверяем, чтобы воздухоотводной кран был открыт, и включаем плиту на сильный огонь. Как только из шланга перестанет выходить воздух и пойдет пар, закрываем воздухоотводной клапан. Через несколько секунд поднимается обратный клапан, и в нашем автоклаве начинает подниматься давление, а следовательно и температура. Догоняем температуру до 120 градусов. У меня на это ушло сегодня 35 минут. Убираем огонь ниже среднего и готовим при 120 градусах 80 минут. Через 80 минут выключаем плиту, но автоклав с плиты не убираем. Пускай остывает прямо на плите. Ждем, когда температура упадет до 40 градусов. Прошло 4 часа. Температура 40 градусов, обратный клапан упал, и прежде чем открывать крышку, обязательно откройте воздухоотводный кран. А вот теперь открываем крышку. Извлекаем банки из автоклава. Они еще горячие. Свиная тушенка смотрится замечательно. Смотрим, что же у нас с говяжьей тушенкой.
По-моему, все получилось, как я хотел. Я уже в предвкушении. Все прошло отлично, ни одна банка не вскрылась. Все крышки втянуты внутрь. Теперь даем банкам остыть и убираем их на балкон. Через день-два будем пробовать. Прошло 2 суток. Открываем свиную тушенку. Выкладываем. Вот смотрите, какая желешечка. Вот, ребята, это то, что я хотел. Запах сумасшедший. Свинина великолепно распадается на волокна. Но меня больше интригует, что же получилось с говяжьей тушенкой. Открываем банку и выкладываем. Желе отличное. И мясо я уже вижу, что оно сочное. Запах поярче, чем у свиной тушенки. Мясо замечательно распадается на волокна. Пробуем. Вкус великолепный. Текстура шикарная. Друзья, все-таки водичка имеет место быть. И обязательно ее нужно добавлять в консервы. Тогда мясо получается более сочное, более вкусное, что ли. И получается вот это моя любимая желешечка. Так что готовьте именно по этому рецепту и благодарите меня. Да, в принципе, не стоит. Просто подписывайтесь на канал и не забудьте поставить лайк. Ну а я пока прощаюсь с вами до нового вкусного рецепта. Пока! Бормикс.